Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мы начинаем наш курс. Это онлайн-курс для педагогов и тех, кто ими стремится быть. Меня зовут Хуторской Андрей Викторович. Я доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования и директор Института образования человека. Но доктором наук я стал не сразу. 17 лет работал учителем и заучем, директором школы. Так что я практик, и сегодня люблю практику, конечно, не меньше теории, хотя занимаюсь и тем, и другим одновременно. Этап у нас такой. Называется он «Целеполагание участника курса». То есть вот вас, лично вас, который вот сейчас видит, смотрит, читает. И я предлагаю сейчас каждому из вас написать, какую лично вашу, вот то есть написано, какую мою проблему, либо вопрос я хочу решить на данном курсе. То есть предполагается, что вы принимаете участие в этом курсе не просто там из любопытства, а, наверное, для того, чтобы каким-то образом свои потребности, свои профессиональные задачи решить. И поэтому давайте попробуем сформулировать. Напишите вот такую-то проблему, мою личную, профессиональную личную проблему я хотел бы решить на данном курсе. Значит, речь здесь я хотел бы сразу, что не надо говорить цели такого типа услышать, там, узнать, получить. Это все не ваше. Вот вы свою личную проблему сформулируйте, пожалуйста. Это может быть и проблема конкретного ученика, который у вас есть, и вы хотели бы каким-то образом индивидуально ему помочь. Это может быть проблема организации ваших занятий. Если вы зауч или управленец, то может быть проблема, связанная с запуском вообще индивидуальной работы во всем образовательном учреждении. Если вы методист, то тоже у вас есть свои профессиональные проблемы, работы, например, с учителями вашего там, метод объединения и так далее. Ну вот Басеева Лидия пишет такую проблему. Проблема запуска работы с индивидуальным маршрутом ученика. То есть, как бы, проблема, как начать эту работу. Ну, вообще важная проблема, действительно, как начнешь, так оно и поплывет, да? Как говорится, корабль, и как назовешь, как и начнешь, так и будет. Вот. Значит, я о чем хочу сказать, уважаемая Лидия. Вот если эту проблему поставили вы, она и ваша личная, профессиональная, то, честно говоря, решать ее именно тоже вам. Вот, конечно, с помощью ваших коллег, и я, может быть, попробую в этом помощь вам оказать. Но, тем не менее, вы должны понимать, что решение проблемы – это задача автора этой проблемы. Да? То есть, чья проблема, тот ее решает. А уж для решения проблемы могут привлекаться какие-то разные средства. Вот Гусев Павел сформулировал проблему такую. Планирую более детально исследовать понятие индивидуальной образовательной траектории на теоретическом уровне как предмет своей магистерской диссертации. То есть это проблема исследования. Правда, не очень понятно, в чем проблема. Здесь пока указана только деятельность, это исследование понятия. Да? То есть, наверное, речь идет о том, что исследованию подлежит именно вот содержание этого понятия, что в нем включено и как оно связано, может быть, с системой других понятий. То есть разработка этой системы, видимо, да, на теоретическом уровне может быть проблемой. Ну вот Лариса Ли пишет, что у меня плохо получается дифференцированное обучение в классе, где дети 3-4 уровней развития. Надеюсь разобраться с новыми возможностями индивидуальной траектории обучения. Вот очень чисто практическая, понятная задача.
Действительно, у детей разные уровни развития. Тут куда деваться, это так оно и есть. И что учителю делать? Либо не обращать на это внимания, ну, каждый типа сделает, что сможет, да? Просто я буду свое делать, а они сами разберутся. Ну, и я и выставлю, соответственно, их уровнем результатов, им отметки, например, да? Либо как-то я могу это учитывать. Ведь смотрите, даже действительно разность потенциалов, вот такое понятие есть, но оно в физике. Траектория, кстати, тоже это понятие, это не педагогическое, оно пришло из геометрии, да? Но так же, как и потенциал, тоже пришел в педагогику из, допустим, из физики. Так вот, я о чем хочу сказать, что если есть разность в уровнях, то всегда между этими уровнями существует некоторая напряженность или какая-то, ну, разница в чем-то разница. Так вот, как раз в чем, например, польза разновозрастного обучения? В том, что старшие дети учат младших, младшие учатся с удовольствием у старших. И вот насчет этих разных уровней, там тоже есть определенные, ну, разницы, которые могут оказать на самом деле пользу, а не трудность. И если мы найдем, как с пользой использовать разных детей с разными возможностями и даже в том числе и уровнями развития, то мы эту проблему преобразуем в пользу. Вот. Сеник Оксана пишет, ее проблема – это основы построения качественных индивидуальных траекторий для учеников разных уровней. То есть качественных имеется в виду, наверное, ну, эффективных, хороших, да? То есть качество как оценочное слово. Ну да, как построить хорошие траектории. Причем именно разных уровней. Ну пусть так, да, проблема ясна. Итак, попытались мы сформулировать наши проблемы. Теперь я желаю эти проблемы решать. В том числе и с помощью вот нашей с вами деятельности. Поэтому второй вопрос нашего целеполагания. Напишите, пожалуйста, ответ такой. Что для этого я буду делать, чтобы решить вот ту проблему, которую вы назвали? Речь идет, где делать? Вот здесь на нашем курсе. Во время сегодняшнего занятия уже, может быть и следующих занятий тоже. Потому что, ну, просто поставить проблему, конечно, как говорили классики, это значит наполовину ее решить, но все-таки вторую половину давайте тоже сформулируем, хотя бы прикидочно. Итак, что я буду делать для того, чтобы решить свою проблему? Может быть, несколько деятельностей вы напишите. Пожалуйста, тоже пару минут напишите, сформулируйте прямо здесь в окошке, написать сообщение, что я буду делать для того, чтобы решить свою проблему на данном курсе. Пожалуйста. Самый простой ответ, казалось бы, на этот вопрос, это типа того, что я буду стараться узнать у кого-то, как решить мою проблему. Но попытки это узнать иногда не приводят к ее решению. Даже если кто-то решает вашу проблему, то это не факт, что вы ее тоже так же решите. То есть по подобию, то есть у кого-то взять решение вашей проблемы не всегда получается. Поэтому, наверное, виды деятельности, то есть что надо делать, наверное, не ограничивается тем, что спросить у кого-то. Вот Сеник Оксана пишет, буду изучать теорию по данному вопросу, знакомиться с практическими приемами, анализировать их и отбирать те, которые возможно будет применить в наших условиях. Но изучать теорию. Можно, конечно, изучать теорию, но как бы ее действительно достаточно много, этой теории. И она, кстати, я хочу вам сказать еще, разнообразна. То есть наш курс с вами, он имеет определенную идеологическую, теоретическую основу. Я о ней буду говорить, и вы ее будете, надеюсь, понимать. Но я сразу хочу сказать, что это не единственный подход к пониманию и индивидуальной траектории, и образования вообще.
человека. Более того, некоторые, так сказать, положения при всей, так сказать, их ценности могут быть непривычны для реализации. Поэтому какую теорию изучать по данному вопросу, это тоже вопрос. Может быть, вы будете изучать теорию Кастанеды, в которой описано учение Дона Хуана по, в общем-то, по индивидуальной траектории жизни человека. Эта теория будет очень сильно отличаться от других. Поэтому вопрос, какую теорию вы будете изучать, тут, ну, наверное, тоже надо бы для себя уточнить. Нет одной теории индивидуальной траектории, их много, ну, относительно, скажем так, поэтому какую именно теорию нужно понять. Бастеева Лидия пишет, что для этого, прослушивая курс, возможно, я смогу решить проблему запуска индивидуального маршрута ученика. Нет, буду искать иное решение. Значит, то есть, если этот курс, прослушивания его, как пишет Лидия, поможет решить проблему запуска, да, то, значит, вот она решит ее. Если нет, будет искать иное решение, ну, например, другой курс, или там не только курс, да. Но я бы Лидии посоветовал бы не дожидаться, пока найдется тот курс, который решит, а решать свою проблему на любом участке вашей деятельности. Где бы вы ни находились, на каком бы курсе, в каком бы месте, решайте свою проблему и ищите те средства, которые вокруг вас. Поэтому решить вы ее сможете все равно только внутри своего, как бы, понимания, своей профессиональной сферы, своих компетенций. Вот. Не ждите, что какой-то специальный такой курс, супер-пупер, вдруг решит вашу проблему за вас. Этого, наверное, вряд ли можно ждать. Ну что же, коллеги, значит, мы попытались сформулировать наши цели в виде проблемы и некоторые свои действия, что будем мы делать. Да? Я единственное, что хочу сказать, помогает всегда та деятельность, которая продуктивна. То есть, когда человек создает продукт, в нашем случае основным продуктом является педагогический продукт. То есть создание разработок, пониманий, технологий, методик. Вот эти вот продукты, если ты их создаешь, они организуют ту деятельность, которая помогает тебе решить твои задачи и твои проблемы. Поэтому созидательность – это всегда лучший способ решать проблемы. И если мы вспомним, допустим, книгу Эриха Фрома «Иметь или быть», есть две позиции принципиальных человеческих. Иметь что-либо, да, получать там, да, или быть, то есть создавать, да, то есть куда не пришел бы, ты всегда создаешь свое, да, генерируешь. Вот это вот как бы задача бытийствования, она, как говорится, более продуктивна, более эффективна, чем просто иметь, то есть как бы передаточную такую позицию, как говорится, занимать.